Вот скажем, замечали за собой такое, когда кто-то смотрит, работается как-то усерднее. А бывает и наоборот. В большой компании вдруг расслабляешься и делаешь меньше. Почему так? Вот сегодня мы как раз и погрузимся в удивительный мир социальной психологии. Это наука, которая изучает, как другие люди, даже просто их присутствие, влияют на все, что мы делаем и думаем. И начнем мы, пожалуй, с одной очень старой загадки. Это, можно сказать, та самая головоломка, с которой и началась вся эта наука. Загадка о том, что с нами делает толпа. Смотрите, какая штука. С одной стороны, у нас есть Норман Триплет. Это 1898 год. Он видит, велосипедисты, когда гоняют друг с другом, едут гораздо быстрее, чем когда просто на время. Ну, понятно, дух соперничества, зрители подбадривают, результаты вверх. Логично. Но проходит всего 15 лет, и другой ученый, Макс Рингельман, видит совершенно противоположную картину. Он заставляет людей перетягивать канат и замечает, чем больше народу в команде, тем меньше каждый из них старается. Просто поразительно. Как это вообще может быть? Так что же получается? Другие люди — это для нас допинг или, наоборот, снотворное? И катализатор, и тормоз в одном лице. Чтобы разобраться в этом парадоксе, нам нужно сначала понять, а как вообще психологи ищут ответы. Давайте заглянем в их, так сказать, ящик с инструментами. Ну что, посмотрим, что там у них? Формально определение звучит вот так, но если по-простому, то вся суть в одном. Это наука о том, что творится на вот этой невидимой границе между «я» и «они», между одним человеком и обществом вокруг него. И главных инструментов, по сути, два. Первый — это эксперимент. Это, знаете, такой золотой стандарт, потому что только он позволяет сказать с уверенностью «А» вызывает «Б». А вот второй — корреляционное исследование. Оно может показать только то, что А и Б как-то связаны. Разница огромная. Эксперимент — это как точный рецепт блюда. Мы знаем, что именно соль сделала его соленым. А корреляция — это просто список продуктов, найденных на кухне. Мука, яйца, сахар. Может, из них пекли торт, а может, блины. Мы видим связь, но не причину. Давайте на живом примере, который всем понятен. Соцсети и одиночество. Вот как бы мы это исследовали, будь мы психологами? Ну, во-первых, взяли бы одну переменную, скажем, сколько часов в день человек сидит в соцсетях. Во-вторых, вторую переменную — уровень одиночества, который можно измерить специальным опросником. А потом просто собрали бы данные с кучей людей и посмотрели, есть ли между этими двумя показателями какая-то статистическая связь. И вот здесь, внимание, главная ловушка, в которую попадаются все. Допустим, мы нашли связь, да? Кто больше сидит в соцсетях, тот чаще чувствует себя одиноким. Означает ли это, что соцсети вызывают одиночество? А вот и нет, совершенно не обязательно. Ведь, может быть, и наоборот, одинокие люди просто чаще ищут общение в интернете. Или, что еще вероятней, есть какой-то третий скрытый фактор, ну, скажем, низкая самооценка, из-за которой человек и в реальной жизни не может общаться, и в соцсетях зависает. Так что запомним как мантру. То, что две вещи происходят вместе, не значит, что одна является причиной другой. Окей, с инструментами разобрались. Теперь, когда мы знаем, как психологи работают, давайте посмотрим, а о чем они вообще думали, как эта наука развивалась от древних философских идей до настоящих экспериментов. Но понятно, что о поведении людей в обществе рассуждали еще древние греки, тот же Аристотель. Но это все была философия. А вот научный подход начался где-то в XIX веке. Сначала Вильгельм Вундт, отец психологии, сказал важную вещь. Нельзя изучать разум человека в отрыве от общества, от культуры. А потом, в 1898-м, Норман Триплет провел тот самый теперь уже легендарный эксперимент с велосипедистами. Вот это, по сути, и был день рождения социальной психологии как науки. И потом в 20 веке все завертелось. Появилось несколько больших, ну, скажем так, лагерей. Сначала были бихевиористы. Для них человек — это такой черный ящик. Есть стимул, есть реакция. Нажал на кнопку, получил результат. Потом пришли гештальт-психологи и сказали: нет, ребята, все сложнее. Человек — это не набор реакций, а целостная система, где все взаимосвязано. А потом случилась когнитивная революция, и фокус сместился на то, что происходит внутри черного ящика, на наши мысли, убеждения, на то, как мы обрабатываем информацию. И вот на этих идеях, на этих теориях десятилетиями строилось огромное красивое здание социальной психологии. Все были уверены в его надежности. Казалось, фундамент на века. Но где-то в районе 2015 года ученые решили, а давайте-ка проверим этот фундамент на прочность. И то, что они обнаружили, стало настоящим шоком.
Что же они нашли? А вот что. Меньше 40% классических хрестоматийных психологических аффектов удалось повторить в новых исследованиях. Вы только вдумайтесь, это как если бы физики вдруг выяснили, что закон всемирного тяготения срабатывает реже, чем в половине случаев. Настоящая катастрофа. И почему так вышло? Дело было не в том, что все ученые мошенники. Нет, проблема оказалась системной. Во-первых, многие старые исследования проводились на очень маленьком количестве людей. Там 20 студентов опросили, и уже выводы на все человечество. Во-вторых, была огромная гонка за красивыми результатами. Если у тебя скучный нулевой результат, его просто не опубликуют. Это толкало некоторых исследователей, скажем так, творчески подходить к анализу данных. И, к сожалению, были и случаи откровенных подделок. Все это вместе и привело к кризису доверия. Но знаете, что самое интересное? Этот кризис не убил науку. Наоборот, он стал для нее чем-то вроде холодного душа. Он заставил всех встряхнуться и повзрослеть. И так началась новая эпоха — эпоха открытой науки. Что такое открытая наука? По сути, это философия, которая говорит: хватит секретов. Весь исследовательский процесс от первоначальной идеи до финальных данных должен быть прозрачным и доступным для всех. Цель простая и амбициозная — построить науку, результатам которой можно будет по-настоящему доверять. А как это выглядит на практике? Во-первых, пререгистрация. Это когда ученый заранее, еще до начала сбора данных, публично заявляет: я собираюсь проверить вот такую гипотезу вот такими методами. И все, потом уже нельзя будет переобуться в воздухе и подогнать результат. Во-вторых, открытые данные. Все сырые данные, все материалы исследования выкладываются в открытый доступ. Любой может зайти и перепроверить. В-третьих, упор на воспроизводимость. Теперь по-настоящему ценятся не те исследования, которые один раз выстрелили, а те, которые раз за разом подтверждаются в разных лабораториях. И, наконец, метаанализы. Это когда берут результаты десятков исследований на одну тему и смотрят на общую картину. Это помогает отсеять случайные находки и увидеть реальный эффект. И, конечно, этой новой, открытой психологии помогают и новые технологии. Сегодня мы можем не просто наблюдать за поведением, но и буквально заглядывать в мозг с помощью ФМРТ и видеть, что там происходит в моменты социального взаимодействия. Мы можем анализировать огромные массивы данных, так называемые Big Data, из интернета, изучая цифровые следы миллионов людей. Соединяя все это, мы получаем картину человеческого поведения, которая гораздо глубже и полнее, чем когда-либо раньше. Так к чему мы пришли? А вот к чему. Наука — это не склад готовых ответов и застывших истин. Это скорее постоянный процесс, который сам себя исправляет и улучшает. Кризис воспроизводимости не стал могилой для социальной психологии. Наоборот, он сделал ее намного сильнее, честнее и надежнее. И это, конечно, заставляет задуматься. Какая из тех истин о нас самих, в которые мы верим сегодня, окажется следующей на пересмотр?